1977 год. Батуми. Город, где море не просто пейзаж, а единственный выход. Над тобой склоняется женщина в белом халате. Из окна палаты тянет субтропическим дождем и сжженным дизелем из порта. Это твоя мать. Твой отец в этот момент стоит на мостике СЧСК, где-то в районе Трабзона. Он узнает о твоем рождении по рации. Треск помех, голос диспетчера, короткое «Поздравляю, капитан, у тебя сын». Твой первый вдох пропитан солью. Твои первые игрушки – ржавые болты, принесенные отцом в кармане роба. 1985 год. Тебе 8 лет. Ты бежишь по Приморскому бульвару. Для туристов Батуми это Чача, хачапури и отпуск. Для тебя это железные гиганты на рейде. Ты смотришь на кометы, улетающие в сторону Поти, и знаешь, этот город – ловушка. Красивая, теплая, но ловушка. Единственный способ выбраться из нее и не стать официантом или таксистом – это уйти в море. 1991 год. Тебе 14. Мир, который казался вечным, рассыпается. Батуми погружается в темноту. Веерные отключения света, керосинки, очереди за хлебом. Ты видишь, как капитаны дальнего плавания начинают торговать турецкими кожаными куртками, чтобы прокормить семьи. Но ты видишь и другое. Те, кто успел зацепиться за иностранные флаги, живут в другой реальности. У них дома есть свет, у них на столах настоящая еда, в их глазах уверенность. 1994 год. Ты поступаешь в мореходку. Старое здание, пахнущее пылью и вчерашним супом в столовой. Тебя учат навигации и устройству двигателей по учебникам 60-х годов. Но ты учишься другому. Как выжить в мужском коллективе, как спать по 4 часа и как ненавидеть берег за его нестабильность. Ты даешь присягу. Ты еще романтик. Ты думаешь, что море – это приключение. Ты еще не знаешь, что море – это тюрьма с видом на океан, за которую тебе просто хорошо платят. 1998 год. Твой первый контракт. Кадет в машине. Твой мир сужается до размеров машинного отделения. Температура 50 градусов, влажность 100%. Ты первый раз понимаешь, что такое машина. Это живой организм. Она дышит, вибрирует и пытается тебя убить. Если ты задеваешься, она оторвет тебе руку. Если ты ошибешься, она взорвется. Твой первый рабочий день длится 18 часов. Ты вылазишь из картера двигателя, покрытый смесью мазута, пота и отчаяния. Ты смотришь на свои руки. Мазут въелся под ногти так, что не отмоется следующие 30 лет. Но вечером ты открываешь ведомость. Твоя зарплата – $300. Дома, в Батуми, на эти деньги можно жить полгода. Ты чувствуешь вкус крови на губах и вкус денег в кармане. Ты понимаешь, ты продал свою молодость железу, и железо приняло твою жертву. 2005 год. Ты больше не мальчик на побегушках, ты офицер. Ты научился слышать двигатель через 3 переборки. Ты по звуку понимаешь, что в 4-м цилиндре прогорел клапан, когда остальные еще спят. Ты покупаешь свою первую серьезную машину – Toyota RAV4. Она стоит в гараже в Батуми и ждет тебя полгода. Ты протираешь ее тряпочкой, когда приезжаешь, и чувствуешь – жизнь удалась. Но на самом деле эта машина ездит на тебе, а не ты на ней. Чтобы она стояла в этом гараже, ты должен стоять в МК при 50 градусах жары. 2010 год. Ты стармех, чиф-инженер, 4 полоски на погонах. Теперь ты не просто крутишь гайки, ты управляешь смертью. На твоих плечах ответственность за миллионы тонн груза и жизни 20 человек. Ты не спишь в шторм не потому, что страшно, а потому, что если встанет главный двигатель, вы превратитесь в неуправляемую консервную банку посреди океана. Твоя жизнь превращается в таблицу Excel. Моточасы, расход бункера, заявки на запчасти. Ты становишься частью системы. Ты – самое дорогое оборудование на этом судне и самое изношенное. У тебя есть жена. Она святая. Она научилась чинить краны, воспитывать детей и встречать праздники с твоей фотографией на столе. Твоя дочь. В 2004-м ты держал ее на руках, крошечный сверток, а в следующем кадре ей уже 21. Когда она успела вырасти? Ты пропустил ее первые шаги, ее первую двойку, ее первую любовь. Ты был папой из скайпа, голосом из динамика, который обещает привезти крутой подарок. 2015 год. Рождается Данила. Ему сейчас 11. Ты смотришь на него и понимаешь, этот парень растет, пока ты считаешь мили до Сингапура. Ты хочешь научить его быть мужиком, но вместо этого учишь его, как правильно настраивать VPN, чтобы увидеть отца. Ты возвращаешься домой и первые 2 недели чувствуешь себя гостем. Ты не знаешь, где лежат ложки.
ты пугаешься тишины, потому что привык к гулу дизеля. А когда ты, наконец, привыкаешь к дому, приходит время собирать чемодан. 2026 год. Мир стал быстрее, но море злее. Компании экономят на всем. На безопасности, на еде, на твоем отдыхе. Ты бьешься за каждую копейку овертайма. Ты пишешь письма о том, что судно аварийное, но им плевать. Для них ты – строчка в бюджете, функция, которую можно заменить. Чтобы не сойти с ума, ты заводишь канал. Pinwell Life. Пытаешься разобраться в психологии, философии, в том, как устроена эта жизнь. Ты ищешь ответы на вопросы, которые нельзя задать главному двигателю. Почему ты здесь? Зачем эта гонка? Ты понимаешь, ты заложник собственного успеха. Ты слишком много зарабатываешь, чтобы бросить, и слишком много теряешь, чтобы остаться. 2 апреля 2026 года. Тебе 49 лет. Ты стоишь на причале в Батуми. Солнце садится за горизонт, окрашивая море в цвет отработанного масла. Твоя итоговая ведомость. Всего прожито 17 885 дней. Из них в море 9490 дней. Ты отсутствовал дома 26 лет из 49. Перекачано топливо – $480 тысяч том. Этого хватило бы, чтобы заправить небольшой город на год. Пропущенных дней рождения детей – 32. Новых годов вне дома – 22. Состояние здоровья. Спина сорвана, слух упал о 30%. Нервная система держится на кофе и привычке командовать. Финансы. У тебя есть все. Квартира, машина, достаток. Но если ты сейчас захочешь купить один день из 2010 года, когда твоя дочь была маленькой, у тебя не хватит всех денег мира. Статистика неумолима. Ты не просто моряк. Ты человек, который обменял свою жизнь на благополучие других. Ты – фундамент, на котором стоит твой дом. Фундамент, который медленно разъедает соленая вода. Game over. Если ты тоже чувствуешь, как пахнет твоя жизнь, ставь лайк. Подписывайся на Pinwell Life. Мы не рассказываем сказки, мы показываем реальность. Чьими глазами посмотрим на мир в следующий раз? Пиши в комментариях.